Приветствую всех на канале Сижу Вяжу. Благодарю вас за то, что вы заглянули на этот мастер-класс. С вами Яна. Прикладываю фото узора в начале урока, чтобы не утомлять тех, кому этот узор не пригодится, а остальных я приглашаю познакомиться с ним более детально. Сегодня мы рассмотрим узор, который состоит из вертикальных зигзагов, и подойдет он для вязания изделий на все сезоны. Итак, для данного узора нам необходимо набрать количество петель кратное 3, плюс 2 кромочные петли. Необходимо учесть то, что в данном узоре присутствуют петли симметрии, которые тоже составляют 3 петли. Я их не обозначаю, но вы имейте в виду, потому что их нужно учитывать при расчете для вязания, и это будет важно. Итак, в высоту этот узор состоит из 4 рядов, и вязать мы его будем классическими петлями. Давайте приступать. Я набрала для нашего образца 4 раппорта и 2 кромочные петли. Ну, соответственно, получится у нас что? У нас получится вывязать 3 раппорта, и 3 петли уйдут на симметрию узора. Давайте приступать. Первый ряд. Кромочную мы снимаем, не провязывая, и сразу же провязываем 1 петлю симметрии. Она у нас будет лицевая. Вот так. Приступаем к раппорту, и звучит он следующим образом. 1 петля изнаночная, 1 накид, 2 петли мы должны снять как лицевые за переднюю стеночку, потому что вы помните, да, мы вяжем классическим способом, и лицевые петли вяжутся всегда за переднюю стеночку. Подхватываем 2 петли за переднюю стеночку, снимаем со спицы, переворачиваем, подхватываем левой спицей слева и провязываем их вместе лицевой. Вот эти 3 петли составляют раппорт первого ряда. Давайте повторять. Итак, 1 петля изнаночная, накид, 2 петли переснимаем за переднюю стеночку, переворачиваем, вставляем левую спицу и провязываем их лицевой. Еще раз. 1 изнаночная, 1 накид, 2 петли переворачиваем, провязываем вместе лицевой. В конце у нас остаются 2 петли симметрии, мы их провязываем следующим образом. 1 у нас идет изнаночная, а 2 лицевая. В конце кромочная, я ее провяжу изнаночной петлей. Второй ряд. Кромочную мы снимаем, провязываем 2 петли симметрии лицевыми петлями, 1 лицевая, 2 лицевая, это петли симметрии. И далее вяжем раппорт. 2 изнаночные и 1 лицевая петля. Раппорт второго ряда. Повторяем. 2 петли изнаночные, 1 петля лицевая. И еще раз. 2 петли изнаночные и 1 петля лицевая. В конце у нас остается петля симметрии, мы провязываем ее лицевой. И кромочную я провязываю изнаночной. Мы провязали второй ряд. Третий ряд. Кромочную мы снимаем. В начале у нас опять 2 петли симметрии. Мы провязываем 1 лицевой петлей, 2 изнаночной. Далее приступаем к раппорту узора. Мы должны провязать эти 2 петли вместе лицевой. В классическом способе лицевые вяжутся всегда за переднюю стеночку. Мы подхватываем спереди 2 лицевые и провязываем их лицевой. Это получается, что мы провязываем эти 2 петельки с наклоном вправо. До этого в первом ряду мы провязывали с наклоном влево, сейчас с наклоном вправо. Провязали 2 петли вместе, делаем накид и 1 изнаночная. Это является
Вот эти 3 петли являются раппортом третьего ряда. Повторяем. 2 вместе за переднюю стеночку лицевой, 1 накид и 1 изнаночная петля. Еще раз. 2 петли вместе лицевой, 1 накид и изнаночная петля. И в конце у нас опять остается петля симметрии, которую мы провяжем лицевой петлей. И кромочная. Третий ряд готов. Четвертый ряд. Четвертый ряд вяжется точно так же, как и второй. Кромочную петлю мы снимаем. Далее мы провязываем 2 петли симметрии лицевыми, 1, 2. И далее приступаем к раппорту. Раппорт. 2 изнаночные, 1 лицевая. Повторяем. 2 изнаночные, 1 лицевая. И еще раз. 2 изнаночные и 1 лицевая. И в конце у нас тоже остается петля симметрии, и мы тоже ее провязываем лицевой петлей. В конце кромочная. У меня она изнаночная. Теперь я хочу вам дать небольшой маячок. Если вам пришлось прервать вязание, вам очень быстро поможет в этом сориентироваться сам зигзаг, вот этот вот. По нему можно определить дальнейшие действия. Смотрите, чем ближе... Давайте я возьму образец побольше. Вот начало вязания. Смотрите. Давайте сейчас будем брать только лицевые ряды. Это первый и третий ряд. То есть, чем ближе бугорок к краю, это будет означать, что вы провязали уже третий ряд. Если вы остановились и на лицевой стороне бугорок вдавленный в другую сторону, это будет означать, что вы связали первый ряд. И следующий вам надо будет вязать третий. Ну, в смысле, на лицевой части. Дело в том, что изнаночные ряды вяжутся одинаково. Как второй, так и четвертый. И поэтому с этим я не думаю, что у вас могут возникнуть какие-то сложности. А с лицевым рядом поначалу, возможно, могут эти сложности возникнуть. И вы всегда можете опереться на сам зигзаг. Выпуклая сторона ближе к краю. Это означает, что вы связали третий ряд уже. Внутренний изгиб будет означать, что вы связали только первый. И следующий вы уже будете после изнаночного ряда вязать третий. Ну вот как-то так. Я не знаю, если я доступно объяснила, вы еще лучше поймете. Я вам даю сейчас как такую небольшую подсказочку. Когда вы свяжете несколько раппортов, вы поймете, и вы будете, возможно, этим пользоваться, если вам это нужно. Вот. Я надеюсь, что я доступно объяснила. Хочется как бы донести. А сейчас давайте рассмотрим узор более подробно. Покажу вам его вот так вот поближе. Состоит он из вертикальных зигзагов. Узор он такой объемненький, как будто бы двухслойный, получается, как 3D такой эффект. Воздушный, эластичный, мягенький, дышащий. Ну, я имею в виду дышащий, он обладает такими вот отверстиями небольшими. И они очень мягко и умеренно просвечиваются. Что бы я хотела бы еще сказать по поводу этого узора, это то, что я в начале видео сказала, что он подойдет на все сезоны, да? Поэтому, смотрите, чем тоньше ниточку вы подберете, тем изделие будет более легкое. Ну и, соответственно, чем толще ниточка, тем полотно приобретает необходимые достоинства для более прохладного сезона. Как-то вот так вот. Красивый, красивый очень узор. Вот так вот он выглядит в общем своем виде. Можете обсудить в комментариях, куда он лучше бы подошел.
Ну, тут, конечно же, джемпера, кардиганы, однозначно. Очень красиво. Изнанка тоже неплохая. В чем ее достоинство? В том, что она ровненькая. Здесь нет никаких пупырышек там или каких-нибудь висящих ниточек. То есть цепляться ничего не будет. И к телу будет очень комфортно. Мягенько, ровненько. Вот такой вот прекрасный узор. Надеюсь, он вам понравился, и вы будете его использовать. Ну а на этом я заканчиваю свой мастер-класс. Я особенно признательна тем, кто досмотрел этот урок до этого момента. И если мастер-класс вам понравился, отметьте это пальчиком вверх. Подписывайтесь на канал, те, кто еще не подписан, и делитесь этим видео со своими друзьями. А я, в свою очередь, хочу пожелать вам любви, удачи и всех-всех благ. Всем пока!